Всем привет! Вы на канале Планета Земля. Сегодня мы поговорим о 10 самых страшных катастрофах, которые произошли в 21 веке. Природные катаклизмы происходили испокон веков. Они страшны не только тем, что уносят с собой множество человеческих жизней, но также они разрушают инфраструктуру, наносят огромный экономический ущерб странам и целым регионам. Экологи полагают, что в последнее время частота природных катастроф выросла, что связано с глобальным изменением климата. А нам пора начинать. В 2000 году произошло наводнение в Мозамбике. Оно было стихийным бедствием, которое произошло в феврале. Катастрофическое наводнение было вызвано проливными дождями, которые продолжались в течение 5 недель и сделали многих бездомными. Приблизительно 700 человек были убиты. Было затронуто 1400 квадратных километров пахотных земель и было потеряно 20 тысяч голов скота. Это было худшее наводнение в Мозамбике за последние 50 лет. К концу февраля наводнение уже вызвало рост малярии и диареи. Наводнение также нарушило водоснабжение и закрыло дороги. А в 2008 году случилась снежная буря в Афганистане. Это худшая снежная буря в современной истории по числу жертв, со списком около 1500 погибших из-за температур, которые упали ниже минус 30, с 2-метровым снегом в гористых регионах. Некоторые замерзли до смерти, некоторые погибли, когда их транспортные средства были заблокированы сугробами, и по крайней мере 100 человек подверглись ампутациями из-за обморожения в больницах по всей стране. Погибло более 100 тысяч овец и коз и 315 тысяч голов крупного рогатого скота. В 2005 году в Америке случился ураган Катрина. Ураган Катрина – это самый разрушительный ураган в истории США. Это был ураган 5-й категории по шкале ураганов, 6-й по силе ураган Атлантического бассейна за всю историю наблюдений. Произошел он в конце августа 2005 года. Наиболее тяжелый ущерб был причинен Новому Орлеану в Луизиане, где под водой оказались около 80% площади города. В результате стихийного бедствия погибли 1836 тысяч жителей. Экономический ущерб составил 108 миллиардов долларов. В 2011 году землетрясение и цунами в Японии. Оно случилось у восточного побережья острова Хонсю. Землетрясение магнитудой по текущим оценкам от 9 до 9,1 баллов произошло 11 марта 2011 года в 14:46 по местному времени. Землетрясение произошло на расстоянии около 70 километров от ближайшей точки побережья Японии. Первоначальный подсчет показал, что волнам цунами потребовалось от 10 до 30 минут, чтобы достичь первых пострадавших областей Японии. Через 69 минут после землетрясения цунами затопило аэропорт Сёндай. Землетрясение вызвало сильное цунами, которое произвело массовые разрушения на северных островах японского архипелага. Цунами распространилось по всему Тихому океану. Во многих прибрежных странах, в том числе по всему Тихоокеанскому побережью Северной и Южной Америки, от Аляски до Чили, было объявлено предупреждение и проводилась эвакуация. 3 работавших реактора АЭС Фукусима оказались в аварийном состоянии из-за отказа системы охлаждения, пострадавшей от стихийного бедствия. Реакторы были в разной степени повреждены. Они стали источником сильных радиоактивных выбросов. Один неработавший энергоблок был поврежден пожаром. На самой АЭС произошло сильное радиоактивное загрязнение. Возникли проблемы с хранилищами отработанного топлива. Официальное число погибших в результате землетрясения и цунами в 12 префектурах Японии составило 15 896 человек. 2536 человек числятся пропавшими без вести в 6 префектурах. 6157 человек ранены в 20 префектурах. В результате землетрясения 11 энергоблоков 53 существующих в Японии были автоматически остановлены. Население окрестностей было эвакуировано. Несколько работников станции получили ранения разной степени тяжести и повышенные дозы облучения. 2 пропали без вести. Ущерб от землетрясения в Японии, произошедшее 11 марта, оценивается в 198 миллиардов долларов. В 2001 году случилось землетрясение в штате Гуджарат. Оно произошло 26 января, расположенного на юго-западе Индии утром 8:46 с магнитудой 7,7 баллов. Его очаг находился на глубине 16 километрах от поверхности. Землетрясение ощущалось практически на всей территории Индии, а также в Непале, Пакистане и на западе Китая. По разным оценкам погибло от 14 до 20 тысяч человек. Ранено около 170 тысяч. Разрушено около 400 тысяч зданий. По сообщению индийских властей, ущерб от землетрясения составил около 5 миллиардов. А в 2003 году случилась аномальная жара в Европе. В июне и августе в Европе стояла жара, ставшая рекордной для этих территорий. Особенно от аномальной температуры пострадали Франция, Германия и Швейцария. Всего за время аномальной жаркой погоды умерло 40 тысяч европейцев, большая часть из них французы. В это время во Франции уровень смертности повысился в 300 раз. В 2005 году землетрясение в Кашмире. Это землетрясение случилось 8 октября 2005 года в 8:50 утра по пакистанскому времени. Эпицентр располагался в управляемом
охраняемом Пакистаном регионе Кашмира. Сила толчков составила 7,6 по шкале Рихтера, что по силе сопоставимо со знаменитым землетрясением в Сан-Франциско в 1906 году. Землетрясение вызвало крупные разрушения в северо-восточном Пакистане, Афганистане и в Северной Индии. Почти полностью, более 70% разрушена столица Азад-Кашмира, город Музаффарабад. Погибло 11 тысяч его жителей. Разрушены многочисленные деревья. Серьезно пострадали Гархи Хабибул и Равалакот. В Индии разрушено 1500 домов в Ури, более 1100 домов в штате Джамму и Кашмир. Землетрясение в Кашмире является самым тяжелым землетрясением в Южной Азии за последние 100 лет. Всего разрушено 32 тысячи зданий. Без крова остались 4 миллиона человек. Финансовый ущерб Пакистана составил 12 миллиардов долларов. А в 2011 году засуха и голод случилось в Восточной Африке. Голод в Восточной Африке – это гуманитарная катастрофа, охватившая африканский континент в результате сильных засух на территории всей Восточной Африки. Всемирная продовольственная программа ООН охарактеризовала этот продовольственный кризис как один из самых крупных в истории. Отмечает, что в прошедшем 2011 году от голода, вызванного засухой, умерли от 50 до 100 тысяч человек в Сомали, Кении, Эфиопии, Уганде и Джибути. По данным на 2012 год, в регионе недоедал каждый четвертый. Из миллиардного населения свыше 40% детей в возрасте до 5 лет были истощены из-за плохого питания. Голод 2011 года в значительной степени вызван двумя подряд весьма слабыми сезонами дождей, из-за чего сезон 2010-2011 года был самым засушливым с 1950 года. В некоторых областях выпало всего 30% привычных осадков, а смертность среди скота достигла местами 60%. Резко упало производство молока, самого важного продукта питания для детей, а цены на основные продукты питания в мае достигли рекордных высот. В 2010 году случилось страшнейшее землетрясение на Гаити. Это землетрясение случилось 12 января в 16 часов 53 минуты по местному времени. Эпицентр находился в 22 километрах от юго-западу от столицы Республики Гаити, Порт-о-Пренс. Эпицентр на глубине 13 километров. После основного толчка магнитудой 7 баллов было зарегистрировано множество повторных толчков, из них 15 с магнитудой более 5. По официальным данным, число погибших составило 222 тысячи человек, получивших ранения 300 тысяч, пропавших без вести около 1000. Материальный ущерб оценивается в 6 миллиардов долларов. И, наконец, в 2004 году цунами в Индийском океане. Подводное землетрясение в Индийском океане, произошедшее 26 декабря 2004 года, вызвало цунами, ставшее самым смертоносным цунами в современной истории. Магнитуда землетрясения составила по разным оценкам от 9 до 9,3 баллов. Эпицентр землетрясения находился в Индийском океане, к северу от острова Семилуэ, расположенного возле северо-западного берега острова Суматры. Цунами достигло берегов Индонезии, Шри-Ланки, Юга Индии, Таиланда и других стран. Высота волн превышала 15 метров. Цунами привело к огромным разрушениям и огромному количеству погибших людей. Даже в порт Элизабет в ЮАР в 7000 километрах от эпицентра погибло по разным оценкам от 220 до 300 тысяч человек. Точное число погибших вряд ли когда-либо станет известно, так как множество людей было унесено водой в океан. А на этом все. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень поможет продвижению. С вами был канал Планета Земля.